Приветствую вас на канале Рукоделки-Посиделки. Это Вязовлог. Хочу вам рассказать, что же у меня получилось сделать, связать за этот творческий период. И начну я с вами рассказ вот с такого милого комплекта. Это влюбленные котенки. В прошлый раз я вам показывала, как я их начинала вязать. Вот они уже закончены. Это тоже подарок на годовщину, свадьбы. Нашла я в интернете описание, оно англоязычное. Я его перевела и связала. И теперь покажу вам самих котят. На мой взгляд, это чудесная схема. Имя девочки напишу, не помню сейчас. Это вот видите, отдельно вяжется вот такая им шапка, которая их объединяет вместе с сердечком. Я думаю, что здесь я, возможно, еще и вышью имена девочки и парня, которым буду дарить. Ну, такие шляпки. И котенки вот такие получаются. Они вот слепые, как котята. Но я думаю, если им пришить, вышить глазки вот сюда, то может быть как и отдельная игрушечка, брелочек. Давайте покажу вам его больше. Видите, котенок сам простой, хвостик вяжется, ушки, носик и лапки. И вот такие два котенышка. У меня это девочка, это мальчик. И вот шляпа их объединяет, шапка их объединяет. Тут важно было тоже правильно пришить потом вот эти ушки, чтобы и шляпа держалась. Ой. Единственное, вот я не знаю, как вы мне подскажете. В принципе, вот так она идет, они стоят. Я потом вставлю видео, может быть, чтобы больше вы увидели, как они стоят. И видите, здесь такая полая шляпа получается. Можно было бы ее наполнить холофайбером, но как-то мне не хочется пришивать эти шляпки. Мне хочется, чтобы они были съемные. А вам как кажется? Может быть, пришить эти шапочки и наполнить здесь холофайбером? Что вы мне подскажете? Какой вариант? Буду ждать ваших подсказок в комментарии. Ну вот так я вам сейчас покажу котиков, как они стоят, сидят. Вот такие интересные. Очень хорошая схема. Милашки, котяшки, котики. Так можно их поставить, и они будут радовать вас или ваших друзей. Пока я поставлю этих котиков здесь, пусть красуются. И покажу, что же я еще связала. Так, помните, у меня была вот такая собачка. И я назвала ее щенок Симка. Вот она маленькая. На канале вам показывала. Как-то вечером мне захотелось что-то быстро связать. И я связала вот такую милашку. А хотите такую связать? Вот, пожалуйста, на канале уже есть бесплатный мастер-класс. Я взяла ниточки потолще и связала уже вот такую симку побольше. Вяжется очень легко и просто, быстро, буквально за полчасика, 40 минут вы свяжете вот такую милоту. Свяжите быстрее, соберете немножко. Надо будет потратить минут 10-15, чтобы сшить лапки, ножки, хвостики. И вот получится такой мини-щеночек. Мастер-класс уже на канале. Пройдите по ссылке вот здесь. И найдете, там будет плейлист. Сейчас у меня на канале 2 схемы собачек. Собачка Симка. И еще, помните, вот такая у меня собачка была. Вот такая.
Такса Тилли. Вот на нее тоже в этом же плейлисте есть бесплатный мастер-класс. Так, Тилли оставляю. Собачек ставлю здесь. Вот сколько много игрушек. Но это не все. И вот я посмотрела фильм недавно диснеевский. И как думаете, кто у меня появился? У меня появился вот такой Стич. Слушайте, мне так понравился этот фильм. Я посмотрела на одном дыхании Лило и Стич и не захотелось связать вот такую милоту. Размером она 7 сантиметров. Стич. Покажу вам его. Хвостик маленький. И сам он такой милашка. Сидит. Тоже, кстати, пойдет как брелок или как такой милый подарок друзьям, приятелям. Как вам такая игрушка-брелочек? И сейчас я как раз записываю мастер-класс по этому стичу. Если хотите, чтобы он как можно быстрее вышел на канале, напишите в комментариях, поставьте лайк этому видео, мне будет приятно. Вот такая получилась милота. Вяжется тоже очень просто и легко. Туловище и голова, как вы видите, мы вяжем монолитом, да? Ручки и ножки отдельно, глазки, ушки, гребешок и собираем. Тоже вяжется просто, легко, а получается вот такой милый друг. Красивый. Сейчас вижу, что многие рукодельницы тоже вяжут вот такого стича. Хотя у меня в планах есть, хотелось бы мне связать и стича еще, и лилу, но немножко другими. Посмотрим, планов море, когда бы все успевать задуманное вязать и делать. Ну, вот такие вот у меня дела. Но это еще не все. Сейчас у меня большой проект. А какой? Давайте я вам покажу. И так как проект у меня большой, я уже игрушки убрала и показываю вам вот этого мальчугана. Так, собачку отложу. Цветочки немножко подвину. Смотрите. Вот появился у меня такой мальчуган. Ну, те, кто с меня смотрит, помнят и заметили, что я много вяжу на подарки к годовщине свадьбы. Это похожая ситуация. Заказала, попросила меня девочка связать портретные игрушки ее и супруга ее мужа. Никогда не вязала портретные игрушки, мне показалось это интересным, и я взялась за дело. Мальчугана я вывязала в принципе быстро и легко. Видите, я сразу стала делать его в брюках. Здесь будет еще пояс и галстук или бабочка, потому что он носит такой официальный стиль одежды. Голова здесь съемная, но так, чтобы она поворачивалась, поэтому я ее потом пришью, и она будет поворачиваться в разные стороны. И вот у меня загвоздка. Почему загвоздка? Я уже начала думать, как бы я буду вязать волосы, и решила посмотреть фотографию, чтобы вспомнить, какой цвет волос у мужа заказчицы. И я остановилась. Почему? Ну вот, если получится, я здесь прикреплю фотографию. Конечно же, она без лиц. Видите, какая прическа должна быть у мужчины. И я вот в раздумьях, как мне ее делать. Или просто мне нитками вышить, или как-то связать такой паричок. В общем, даже не знаю, что делать. Буду думать, еще напишу заказчице. Может, она захочет, чтобы я сделала его в более
моложавым, со всеми волосами на голове. Но не знаю. В общем, мальчуган готов. И я сразу же приступила к девушке. И вот покажу вам частично, что я связала. Так, я его пока отложу. Вообще отложу, чтобы вам не мешал смотреть. О, вот так хорошо. Вот, я начала вязать девушку. По фотографии вы видите, что у меня фотографии, да, и там видно, что она намного ниже, поэтому я переделываю саму схему. Мальчугана я удлинила, а вот девушку я делаю, видите, ниже, потому что она ему идет по плечи. Так как это портретная кукла, то должны быть сходства, да, в фигуре, в росте, в волосах, потому что само лицо сделать прямо как на фотографии я не смогу, должны угадываться основные черты. И вот у меня как раз девушка на стадии формирования попы, талии, в общем, как раз формирование фигуры. Я решила, что девушку я полностью сделаю просто из телесной ниточки, а уже образ потом я буду вывязывать и, может быть, где-то буду шить, посмотрю. Сначала это пока заготовки. У меня есть еще месяц на завершение этого проекта, и потом нужно будет уже отдавать этот заказ. Ну, вот такие у меня дела. Это то, что сейчас на крючке. Это эта парочка. А что же мне хочется связать? А давайте я вам покажу ниточку, а может вы угадаете. Кукол убираю и показываю вам моточек вот такой ниточки. Вот это такой красивый мех. Смотрите, какая красота. Мне очень нравится, но я люблю розовый, фиолетовый цвет. Это такой красивый цвет. И чуть-чуть натурального, и чуть-чуть розового. В общем, цвет потрясающий. Мех, ниточка хорошая. Сразу скажу, что я не знаю, что это за фирма, потому что покупала ее в Торонто, когда была у своей тети. И покупали мы там в винтажном магазине эту ниточку. 2 клубочка было. Такая розовенькая, еще голубенькая. И почему-то я даже не помню, не нашла саму этикетку, и я не знаю, что это за ниточка, как она называется. Google объектив не пользовалась, чтобы найти название. И что же я хочу с ней вязать? А я хочу связать тренд. Тренд сейчас все вяжут это, ну просто все вяжут. И я хочу связать. Я хочу связать вот такую игрушку. И ниточка у меня есть, осталось взять крючок и начать вязание. Ну что, вот такие игрушки я связала в этот творческий период. Какая из них вам больше понравилась? Напишите мне в комментариях. Мне интересно и будет приятно узнать ваше мнение. А пока я с вами прощаюсь. Поставьте мне лайк, напишите комментарий, мне будет приятно. И на завершение я вам покажу вот этого стича. Посмотрите, какой хороший он в естественной среде получился. Немножко его сняла на природе. Мне кажется, ему здесь нравится. А я желаю вам творческих успехов и до новых встреч!